Здравствуйте! Добро пожаловать на мой новый видео. И мы едем в Сан-Маркос. Поселок Хиппи. Мы едем по Camino del Cuadrado, который соединяет Sierras Chicas с Valle de Punilla. То есть это два разных региона. Sierras Chicas — это мой регион, там, где мы живем, в Рио-Себашос. И находятся все эти поселочки недалеко от Кордовы. А здесь мы уже едем в другой регион, более такой независимый от города, Кордова-Капиталь. И где довольно-таки отличается образ жизни. Есть, конечно, более крупноватые города, как Ла Фальда, например, но есть уже намного больше поселочков, куда уезжают жить люди из Буэнос-Айреса, из Росарио и из других крупных городов, которые ищут более спокойный образ жизни. ¿Estás de acuerdo? Вот такое столпотворение машин, потому что сегодня у нас уже 4-й день выходных, так как сейчас карнавал, то есть суббота и воскресенье были выходные, а понедельник и вторник фериадо. И большинство людей, так как сегодня вторник уже, они возвращаются в свои города. То есть в основном это все люди не из Кордовы, потому что они возвращаются пораньше. Те, кто из Кордовы, так как сейчас мы находимся где-то 1,5 часов езды от Кордовы, то люди отсюда, которые они будут возвращаться намного позже. И вот мы едем по 38-му национальному маршруту, который пересекает регион Пунища. Это такие городки, которые основались на базе туризма, но со временем очень разрослись. Самые крупные города по этому маршруту – это Вilla Carlos Paz и Ла Фальда. В этих городах, а также в более мелких поселках можно найти довольно-таки неплохую инфраструктуру. А еще в Капища-дель-Монте считается, что туда прибывали неопознанные летающие объекты, и в связи с этим есть много статуэток инопланетян повсюду. И даже на приветственном плакате висит летающая тарелка. После этого маршрут сворачивает в сторону департамента Крус-дель-Эже, куда мы и направляемся, но конкретно мы едем в Сан-Маркос-Сьеррас. Уже подъезжая к поселку, можно заметить различные духовные центры, ну а также домики в хиповом стиле. Сам поселок очень симпатичный, но пока что мы проедем мимо, так как мы направляемся на нашу любимую реку.
В этом видео мы не покажем вам реку Сан-Маркос, которая протекает через сам поселок, а сразу поедем на реку Кильпо, которая намного шире и глубже. К сожалению, бесплатный спуск к этой реке находится в 10 километрах от поселка. Но по пути есть несколько спусков, которые проходят через частную собственность, и нужно платить, хотя сумма довольно-таки доступная. В основном эти места в стиле кемпингов, то есть проведерия, где можно купить продукты, есть место, чтобы установить палатку или моторхоум, а также есть души и туалеты. В некоторых из них даже сдают комнаты. Это очень интересные места, отдаленные от городской суеты. Вот мы приехали в такой кампинг, называется Tres Piletas. Это резерва натураль, то есть охраняемая зона, где нельзя ловить рыбу, нельзя охотиться, нельзя забирать какие-то растения. И это частная местность, но река, конечно же, по закону принадлежит всем. В любом случае, есть бесплатные подходы к речке, там немножко выше, но мы решили заплатить и подъехать сюда, потому что здесь намного меньше людей, а там, где бесплатный спуск, там будет сегодня полно людей, потому что это карнавал. Мы сразу приехали на речку, чтобы выбрать для нас самое лучшее место. Сейчас уже почти час дня. Можно, конечно, приехать, допустим, где-то к полдню или к часу дня, поехать там пообедать в каком-нибудь ресторане. Здесь их очень много. Шум, который слышится, это воду они берут из речки. Но мы с собой привезли еду. Мы вчера делали пиццу и привезли к тому же какие-то фрукты, напиток, и будем здесь просто обедать на природе. Вот это речка Кильпо, да, Рио Кильпо. Здесь она более такая мелкая, а вот там бассейник, даже до дна не достаешь. Мы идем искать пляжик, чтобы без людей, хотя там очень мало людей было, но нам хотелось что-то тут поспокойнее еще. Вот наш пляж каменный. Есть с песочком, но мне больше нравятся такие плоские камни. Сейчас сначала окунемся. Карлос уже там плавает. Если это видео смотрит моя тетя, привет, мама Света, то она точно помнит, как в детстве мы ныли постоянно: поведите нас на речку, на речку, на речку. И в принципе ничего не изменилось. Только мы уже сами ездим на речку. Есть такие части, где она не глубокая, но более такая широкая. А там, где она сужается, там больше глубины. И там можно плавать или даже нырять со скал, спрыгивать. Здесь приличная глубина. Вот, и уже отлично.
хорошо, если кто-то плавать не умеет, то можно всегда найти какой-то камешек. А? Вот мы уже находимся в Сан-Маркос-Сьеррас. Сьеррас – это небольшие горки, холмики, в отличие от высоких гор, которые называют Кордильера. Здесь в Кордове есть только Сьеррас. Честно говоря, сейчас не помню самая высокая, какой высоты. Это центральная площадь. И сейчас в это время, то есть где-то около 4:30 вечера, здесь очень мало движения, потому что летом, когда тепло, когда хорошая погода, люди все отправляются на реки. Так что вся эта жизнь потом будет здесь бурлить уже намного позже, вечером. Когда есть уже много людей в центре и на площади, то есть различные спектакли для детей, есть фольклор, есть какие-то клоуны или даже всякие разные там представления, жонглеры и тому подобное. Почему здесь всего этого так много в этом поселке, в котором где-то население 1000 человек? Потому что здесь живут много хиппи. Сейчас он довольно-таки туристический. Мы говорим, что здесь сюда приезжают хиппи-шик, то есть не такие хиппи, которые без денег, а хиппи, которые одеваются, как полагается, со всеми своими растами, все выглядят как, ну, в общем, требует эта атмосфера. Но самые такие более настоящие, они все-таки проживают где-то более отдаленно от поселка. У них такие дома сделаны из разных альтернативных материалов. И есть какие-то свои там урожаи. Они собирают также все, что можно взять вот от природы. Но, конечно же, они не живут 100% отделенные от общества. Они сюда приезжают, они сюда приходят, обмениваются товарами, продуктами. И не то, чтобы они там не пользовались деньгами, это прям не настолько строго все. Просто у них, конечно же, другой стиль жизни по сравнению с обычными людьми, которыми живут в городах. Конечно же, позже здесь будет все это оживленнее. А еще, когда выходные или высокий сезон, то перекрывают некоторые улицы, чтобы машины не проезжали. Вот эту улицу, например, перекрыли для ярмарки. Но ярмарка еще не открылась. Она будет где-то после 6 и даже позже.
Как видите, вокруг площади полно разных ресторанчиков, а когда мы начинаем отдаляться от центра поселка, то можно увидеть кучу разных отелей и туристических комплексов с бассейнами. Также можно снять обычный домик или кабанья через Airbnb. Это поселочек, он такой очень простой. И вот в таком стиле, как видно на видео. Кому нравится простота, кому нравится природа, это в самый раз. В описании этого видео я оставлю несколько ссылочек о жизни общин хиппи, которые обосновались в этом поселке. В следующем же выпуске я расскажу о других поселках этого же региона и о том, как мы попали на праздник этого поселка. Ну и к тому же, чем он может быть привлекательным для цифровых кочевников. Что же еще скрывает этот загадочный Сан-Маркос-Сьеррас? Об этом в следующем выпуске. Надеюсь, вскоре увидимся, друзья. Всем пока!